Занятие шестое. Очищение, грехи. Ну, по грехам, да, начиная с Библии. Путь к Богу начинается с покаяния. То есть, собственно, развитие — это два направления. Мы делаем что-то новое, да, раскрываем в себе, и мы освобождаемся от ошибок, да, от того зла, которое уже было накоплено, да, было привнесено в этот мир, в свое собственное сознание. Очищение и рост. Собственно, два основных направления. Относительно того, ну, что такое очищение по сути, да, по-разному там люди себе представляют. Вы не правы, да, в ответ. Программа начинает работать на саморазрушение. Там неважно, там любовь, ненависть — это негативные программы, они разрушают. За ними прилетают воздействия, там блоки, магии, вставки, подселения, кармические различные ситуации, да, боль, неудачи, ну, неприятности. Да, что такое, если человек не прав. Соответственно, когда человек идет по пути развития, по пути очищения, устраняет ошибочные программы, да, уходят негативные энергии, уходят воздействия, боль, неприятные ситуации и другие прелести всевозможных заблуждений, да, и нарушений духовных законов. Относительно поведения, да, вот как человек реагирует на свои ошибки, да, на то, что нужно свое сознание очищать. Ну, можно там по-разному классифицировать, но всегда интересует максимум, минимум. Максимум — самое разумное поведение — это предотвращать. Да, предотвращать. То есть все проблемы, которые были когда-то вот допущены, ошибки, да, по прошлому там, или существует что-то в виде убеждений, даже если сейчас они не активны, они проснутся через какое-то время. Да, там, счетчик сработает, то ли ситуация их активизирует, то ли карма говорит: пора следующий пласт поднимать и убирать. Но для разумного человека неприятность, еще не произошедшая, должна быть устранена. Да, поэтому что может быть причиной неприятностей? Человек все собрал информацию, посчитал, конвейер запустил, убирает, убирает, убирает. Да, лучше, что проблемы убирались до того, как они произойдут. Да, убирать из сознания, там, из судьбы, убирать предпосылки для возникновения проблем. Идеальный вариант. Первый сценарий. Устранение ошибок. Идешь к цели, не устраняешь — ты обречен. Они все любят работать над ошибками. Второй сценарий. Вот вы идете, вы завоевали какую-то вершину, да, куда-то пришли. Что желательно понимать? Все проблемы закончились? Нет. Начинается следующий уровень проблем. Вот, предположим, вы были классным там специалистом, да, исполнителем. Все там, трудовик года там. Ну, вас заметили, сделали руководителем. И что? Ваши проблемы закончились, и вы вдруг с удивлением обнаруживаете, сколько людей, столько и мнений. Да, а ими нужно управлять. Поэтому первое. Нет работы над ошибками, цель не будет достигнута. Выходишь на следующий уровень возможностей, возникают новые проблемы с этого уровня. Они придут и в силу обстоятельств, да, потому что процессы другие, люди другие, и в силу активизации внутренних проблем, которые спали. Третье в идеале, конечно, предотвращение, да, третий сценарий. Лучше, конечно, когда профилактика, да, гораздо легче, там, ну, правильнее, да, или у меня сейчас все хорошо, можно меньше уделять внимания там развитию, предположим, работе над ошибками. Ну, так хорошо, потому что есть задел, да, по очищению своего сознания. Когда счетчик подходит к нулю, все проблемы начинают по графику вылазить и бить по голове человека. Ой, что ж так несправедливо? Почему несправедливо? Был поставлен процесс очищения, потом ты его сломал, а проблемы ж никто не отменял. Но они какое-то время там накапливаются, саккумулировались и пошли, селенок накопили, пошли бить по человеку, по его судьбе. Ну почему? Все правильно, все как и должно быть. Отношение какое должно быть? Ну, само по себе цель, да, вот жизни человека, да, это предназначение. Две задачи: развитие и служение, да, глобальные задачи предназначения. Развитие — это очищение и рост.
Да, пока сознание не очистил по конкретному вопросу, там же ничего не вырастет. Там уже плохое сидит, живет и управляет. В соответствии с этим, первые две программы – это цели. Цели – это достижение чистоты души, да, и достижение чистоты судьбы. Чистота сознания, да, это тогда, что нет боли, нет страха, переживаний, всякого разного. Человек может, по крайней мере, понимать мир, воспринимать мир таким, какой он есть. Не в страхах, там, в ограничениях и прочих, да, что такое грязное сознание. Куча проблем, ну, опять же, всего нехорошего. Он и себя познать не может, если вместо там, разума, да, и вот тонкой чувствительности срабатывают проблемы. Если очищение, душа чиста, прощай страдания, переживания, да, первые признаки того, что становишься йогом, ты становишься радостным, ты становишься беспечальным. Да? Задача по очищению сознания решена или в основном решена. Очищение судьбы, да, или сжечь свою карму, это что? Нет причин, что карма дубиной била бы человека по ситуациям. Да, то есть у него нет кармических незакрытых вопросов, нет причин для наказаний. Для чего наказания? Обрати внимание, ты не прав, исправь. Да, вот все ошибки исправлены. Остаются только уроки и испытания для перехода на следующий уровень. А у большинства ж людей это блоки, запреты, ограничения и наказание по нарастающей, потому что ошибки не исправляются. Да? Это очищение судьбы. Это правильный подход к очищению. Ты для этого родился, да, чтобы то, что причиняет боль, страдания, слабость, неудачи, убрать. Это долг перед Богом. Это понимание, что жизнь – борьба, да, борьба добра со злом. Да? Поэтому жизнь – борьба со всеми слабостями, преградами. Человек должен быть на выходе сильный и совершенный через множество воплощений.